Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь итальянский хлеб панне кафоне. Для начала сделаем аутолис. Для этого смешаем муку пшеничную первого сорта или высшего сорта, если у вас ее нет, 13% белка, муку пшеничную твердых сортов дурум, воду. Все хорошо перемешаем и оставим на кухонном столе под шапочкой для душа примерно на 1-2 часа. Этот хлеб я предлагаю сделать на закваске левита мадры, на муке твердых сортов пшеницы дурум. Левита мадры вы можете использовать таким образом, что вы освежаете ее как обычную густую пшеничную закваску 50% влажности, а можете дать ей 2-3 освежения предварительно. Это остается на ваш вкус, так как это хлеб и некоторая кислотность в нем совсем не возбраняется. Вот так вот все перемешиваем, накрываем шапочкой для душа и оставляем на кухонном столе. По прошествии времени мы видим, что клейковина у нас начала формироваться сама собой. В этом и состоит суть аутолиза. Добавляем туда все остальные ингредиенты. Вот мы видим, что левита мадре у нас активная, вот она имеет такой желтоватый цвет. Это из-за того, что я ее сделала на пшенице дурум. Панна кафона делается обязательно со включением пшеницы дурум, которая является обязательной мукой практически во всех хлебах Южной Италии. Панна кафона родом из региона Кампания на юго-западе Италии. И этот хлеб, так же как и неаполитанская пицца, является одним из символов этого города, а его история уходит корнями глубоко в историю. Вот так вот все хорошо вмешиваем. И постепенно добавляем воду. Я хочу обратить внимание на то, что многие подписчики часто обращаются с вопросом, что тесто у них получается излишне влажное, и они вынуждены добавлять муку. Но в этом состоит одна из самых распространенных ошибок начинающего пекаря, а именно, что люди добавляют всю указанную в рецептуре воду, а затем уже смотрят по состоянию теста. Дело в том, что вся влажность, вся вода в рецептуре является величиной рекомендательной. То есть регулировать воду нужно по влагоемкости своей собственной муки. Вот, поэтому всегда нужно делать таким образом, что мука является фиксированной величиной. На основе муки рассчитываются все остальные ингредиенты хлеба, будь то соль, сахар, жир, яйца, все что угодно. То есть мука является величиной неприкосновенной, скажем так.
А вода – это та величина, которую вы можете регулировать в зависимости не только от влагоемкости вашей муки, но также и от ваших предпочтений. Муку можно видоизменять, и даже одна и та же мука разных партий будет иметь разную влагоемкость. Слово «кафоне» в итальянском языке обозначает как крестьянина, так и человека грубого, плохо воспитанного, одним словом, персонажа, с которым мало приятно общаться. Раньше панне кафоне был типичным хлебом простого люда – крестьян, рабочих, извозчиков. Это был хлеб, который готовили из смеси низкосортной, нерафинированной муки мягких сортов пшеницы и муки твердых сортов пшеницы дурум, которые, как я уже сказала, является типичной для южных регионов Италии. Вымешиваем его вот таким вот образом. Можете вымешивать при помощи тестомеса, а можете просто руками. Выкладываем тесто в емкость, смазанную растительным маслом, для того, чтобы оно не прилипало. Накрываем шапочкой для душа и оставляем на 3 часа. Спустя где-то половину времени делаем одно складывание. Панне кафоне характерен своим мягким, эластичным мякишем и темной плотной корочкой. Именно она служила защитой хлеба от высыхания и позволяла ему храниться несколько дней. Панне кафоне также называют хлебом 8 дней, именно благодаря тому, что он очень долго хранится. На следующий день непосредственно из холодильника начинаем формовать его, то есть его не нужно оставлять на согревание. Вот так вот очень осторожно, стараясь сохранять в тесте газ, выкладываем на присыпанную мукой рабочую поверхность, осторожно, не форсируя события. Если тесто не выходит из чаши, нужно просто подождать, а не рвать клейковинный каркас. Потому что клейковинный каркас и есть основа того, что хлеб у нас потом хорошо поднимается, потому что именно он захватывает пузырьки воздуха, и хлеб у нас получается красивой формы. Вот так вот осторожно формируем. Хлеб этот имеет форму такой вот змеи, поэтому формировать его нужно очень осторожно и очень примитивно. Вот так просто сложить с двух сторон и выложить. Выкладываем швом вверх, потому что когда мы будем его переносить на лопату, мы его перевернем. Вот так вот делаем подпорки из ткани и можем положить какие-то скалки, например, или книги, все что угодно для того, чтобы поддержать стороны теста, для того, чтобы заготовка у нас не расплывалась, а росла вверх. Вот так вот накрываем ее и оставляем на расстойку, при этом
пока заготовка растаивается, мы включаем и нагреваем духовку. По прошествии времени осторожно, вот делаем проверку, смотрим готовность заготовки. Если след у нас очень медленно возвращается в форму, заготовка готова к посадке в печь. Вот так вот осторожно перекладываем на лопату. Разрезы в этом хлебе не делаются, именно поэтому нужно следить за тем, чтобы расстойка была полной. Как я уже сказала, расстойку проверяем при помощи теста пальцем. Корочка, как я уже сказала, у этого хлеба достаточно темная, практически черная. Это является характеристикой данного хлеба. Это очень вкусный, ароматный хлеб, а за счет включения муки дурум он имеет такую специфическую маслянистость. Если вы никогда не пекли с мукой дурум, я очень советую вам попробовать испечь этот хлеб, потому что мука дурум несравнима с мукой мягких сортов пшеницы. Она совершенно отличается как по способам работы с ней, так и по вкусу. Хлеб имеет очень мягкий, эластичный мякиш, толстую корочку. В некоторых источниках я видела, что толщина корочки могла достигать до 1 сантиметра толщины. Пористость достаточно неравномерная, скажем так. Это хлеб, который, несмотря на то, что у него очень давняя история, этот хлеб прекрасно ложится на сегодняшний вкус с зажаренной хрустящей корочкой и неравномерной пористостью. Это очень вкусный, универсальный хлеб, и я очень советую вам его приготовить, потому что он совершенно точно вам понравится. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!